Привет, друзья! Вы на канале КБТСА, он же Каджиганс. Я у себя в телеграм-канале, ссылочка в описании, анонсировал выпуск, посвященный пистолету Ford 19 после настрелов 20 тысяч выстрелов. Данный пистолет служит в одном из подразделений, он был передан компании Ford для испытаний. Вот сейчас, владелец пистолета, скажем так, за кем он закреплен, держит камеру, а я держу его пистолет. Такой себе обмен. Значит, и в суть выпуска, выпуск будет коротким, но постараюсь, чтобы был он максимально информативным. Суть выпуска заключается в том, что мы посмотрим, какие изменения и что произошло с этим пистолетом за этот настрел. 20 тысяч выстрелов. Заранее скажу, что по большому-то счету ничего смертельного или серьезного с данным изделием не случилось. Мне же просто интересно посмотреть на него ближе. Я сейчас так хочу, скажем, спрятать номер, а вам покажу сблизка. Вот единственное, что во внешнем виде выдает такой настрел, это то, что он достаточно потертый, а пластик местами достаточно побитый. Ну, также нету родного магазина. Сейчас используется магазин от Ford 14 PPS. Я уже рассказывал об этом пистолете, но на тот момент, когда я снимал прошлый обзор, это было несколько лет назад, эти пистолеты были, скажем так, сырыми, это были первые попытки. Данное же изделие оснащено стволом, скажем так, заготовкой иностранного производства, потому ствол очень надежен. Настрел 20 тысяч, а дульный срез, в принципе, без каких-либо критических замечаний. И вот все, что хочу сказать о нем, вот так чисто тактильно, он просто приработался. Что с этим пистолетом было? С данным пистолетом у него лопала, по-моему, затворная задержка. У него просела существенно пружина затворной задержки. И по большому счету больше ничего. Единственное, что отличает его от того серийного пистолета, которым был изначально, это другие прицельные приспособления. Сейчас мы поставили светособирающую мушку целик от фирмы Barrey Custom. И это существенно расширило возможности пистолета. Так, я думаю, что, наверное, стоит его разобрать, несмотря на минусовую температуру. Мы все-таки этим займемся. Потому что очень интересно, что же с пистолетом произойдет. Что же, точнее, с пистолетом произошло за этот настрел. Давайте посмотрим на рамку. Пистолет чистится крайне редко, где-то раз там в 1000 выстрелов, возможно, но это, как бы, честно говоря, видно. Почему владелец использует его именно так? Потому что стоит такое техническое задание использовать пистолет в максимально жестких условиях. У нас здесь есть скопление нагара и небольшая коррозия. Вот, нет, прошу прощения, это просто скопление нагара. Замечу, что вот эта пружина тяг спускового крючка, она уже у Форда здесь в данном пистолете новая, потому никаких сюрпризов не предоставляет. Ось самого спускового крючка вообще никаким образом не вылезла, ничего с ней не случилось. Рамка не пострадала и не лопла. Отражатель также цел абсолютно и не имеет проблем. На курке появился наклеп. Ну, наклеп, в принципе, я думаю, сейчас вам будет видно. Но он абсолютно не критичный. Так, вот так. Он абсолютно не критичный. И хочу сказать, что единственное, что вот прямо хочется отметить, это то, что приработался спуск. Сейчас он стал таким сухим, с небольшим преднатягом, гораздо приятнее, чем тот, которым он был из коробки. Сам затвор, направляющая пружина. Пружина, если мне не изменяет память, по-моему, не родная. Ствол, опять же, места притирки есть, и место работы затвора, вот как бы работы автоматики, видно. Но в остальном тоже без критических замечаний. Горка подачи, ничего критичного я здесь не замечаю. И хочу сказать, что сам пульный вход, следы эксплуатации видны, конечно, все-таки 20 тысяч это не маленький пробег. Но нарезы четкие, а пульный вход слегка прожарен, слегка. Я вангую, что еще 1025-30 этот ствол пробежит точно. И давайте еще посмотрим на сами боевые упоры. Все, что отличает данный затвор от нового, это то, что он очень сильно потерт. И, конечно, со следами эксплуатации. Даже зуб экстрактора, если мне не изменяет память, он родной. Хотя уже, честно говоря, такой. Его уже слегка подъело. Скоро придется менять. Так я говорил, да, здесь момент такой есть. Форты раньше
точнее линейка так, пистолетов под 9х18 славились очень слабым штифтом. Я даже троллил когда-то представителей завода, вставляя сюда гвоздь. Славились штифтом, который был сделан из какого-то мягкого металла и долго не жил. Этот штифт держал сам боек, и боек был подпружинен пружиной. И вот эта подвижная конструкция делала в этом штифте пропил. Следовательно, боек выскакивал вместе с пружиной в лицо стрелку после выстрела. Но в данном пистолете уже конструкция этого штифта совершенно другая. Материал подобран также по-другому. И предохранитель здесь, ну, тоже стал гораздо мягче. Вот пружина предохранителя просела. Я думаю, что резюме по пистолету такое. Никаких критических замечаний у него нету. При таком настреле вот эти проблемы с затворной задержкой, это, честно говоря, такое баловство. Ах, предохранитель. Ничего критичного. Затворная задержка — это является расходником курковых пистолетов у многих, в том числе у любимой мной CZ Shadow 2, например, в которой за 37 тысяч поменял, наверное, пяток затворных задержек, и ничего в этом критичного не вижу. В остальном никаких значимых изменений нет. Сейчас я еще достану бумажную мишень, стрельнем по бумаге на дистанции 25 метров и посмотрим кучность пистолета на этой дистанции. Итак, дистанция 25 метров. Немножко холодно, потому уж извиняйте. Он чуть-чуть не пристрелил под эти прицельные. Ну, пошли посмотрим. Ну, как бы две четкие группы, потому что первая группа я целился сюда, где-то в центр мишени, второй группой уже целился сюда. И хочу сказать, что на дистанции 25 метров, ну, для такого настрела по 20 тысяч, в принципе, и при том, что сейчас минусовая температура и руки банально мерзнут, я считаю, что достаточно приличная кучность. Единственное, чего не хватает данному пестику, на мой взгляд, это просто хорошего покрытия. В остальном это очень бюджетное такое яркое решение для начала занятия практической стрельбой, потому что за очень-очень небольшие деньги вы получаете уже нормальный пистолет с нормальным ресурсом, который вот на личном примере скажу, ну, потому что это человек, который у меня стреляет, он стреляет постоянно в поле моего зрения, в поле моего внимания. Я вижу, как этот пистолет работает. Вы получаете дешевый входной билет в мир практической стрельбы. И на начальном этапе, и даже на среднем начальном этапе таких пистолетов будет достаточно для того, чтобы понять, ознакомиться и достаточно эффективно стрелять. Потому спасибо большое за внимание. Думаю, что на этом наш выпуск заканчиваем. И традиционно уже вставлю небольшую вставочку с выстрелом в замедленке. Пока.